Всем салам алейкум. Почему я не приезжаю на турниры AMC? По поводу Заура Пайзулаева могу сказать, что, безусловно, готов бороться с Ливаном. Но, опять же, повторюсь, никого не хотел обижать этой фразой. Это относится именно к поединку за столом. Я обманул, я применил тактический прием. Я обманщик, а не наш народ. У меня просто есть планка, вот я должен там 300 потянуть. Я потянул 300. Пока хватает. Поединок Даргалян Гарбаева. Вот как раз таки наглядный пример технического превосходства. Иногда даже происходит так, что мы друг на друга обижаемся. Это словами описать иногда до слез. Поэтому вопрос такой. Ну, понятно, что есть особенности, которых нет у других. Но те другие иногда не могут сделать то, чего можете вы. Спонсор выпуска – компания Силаруков, продукцией которой уже давно пользуются известные спортсмены. Резиновые петли, тренажеры для предплечий, ручки для армрестлинга на любой вкус, ручки на лямках, ручка с двумя насадками, цилиндр и конус, блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. У ребят есть сайт и группа ВКонтакте. Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Почему я не приезжаю на турниры AMC? Потому что я не считаю, что я готов туда ехать. Я как-то привык уже готовиться к армфайтам. Для меня это удобно. Вот. Ну, скорее всего, не в скором будущем я приеду на турнир AMC. По поводу Заура Пайзулаева могу сказать, что, безусловно, готов бороться с Ливаном. С Ливаном много кто готов бороться, я думаю. Вопрос, готов ли он принять вызов этот. Это же зависит от многих факторов. Смогут ли организовать этот поединок, смогут ли дать обеим сторонам достойную плату за поединок. Будет ли интересно зрителям этот поединок посмотреть. Вот в чем вся суть. Так, по силовым, в каких-то определенных упражнениях они, в принципе, равны. Может быть, Заур где-то превосходит, может быть, Ливан где-то превосходит. Но при прочих, как бы, в целом они равны. Ну, у нас в Казахстане не обманешь, не проживешь. Ну, говорят по-другому, я просто смягчил. С Давидом Дадикяном, когда я боролся и сказал, что вот эту фразу, что в первую очередь я не хотел никак оскорбить кого-то, оскорбить свою страну или тому подобное, то есть оскорбить народ мой, казахский народ, не хотел. Это было как поговорка просто, мол, не обманешь. Это не относилось к чему-то высшему, это просто относилось к борьбе. Мы же не только сильные, у нас же еще голова работает. То есть что-то, что ты считаешь нормой, какой-то, например, элемент технический, для тебя нормален, твой соперник будет принимать это как хитрость. Вот и все. Поэтому мы хитрим за столом в любом случае. Это у меня получилось, что я просто разорвался, зашел в судейский захват и завязался. Я встал так, как мне нужно. И все. В принципе, это все. Ну и Давид, он, видимо, решил попробовать поменять технику, потому что 3 раунда выиграл легко. Но это сказалось тоже не очень хорошим образом на его борьбе. Вот, поэтому переломили ход поединка. Но, опять же, повторюсь, никого не хотел обижать этой фразой. Это относится именно к поединку за столом. Я обманул, я применил тактический прием, технический, который для кого-то
может показаться хитростью для моего соперника, например. Вот и все. Поэтому я его обманул. Я обманщик, а не наш народ в целом. Мы спортсмены, мы хитрим по-своему. Предлагаем вам спортивное питание от наших партнеров Style Power Nutrition. Крупный производитель спортивного питания в России. Более 8 лет на рынке, соответствует всем нормам и стандартам. Каждый продукт имеет сертификат качества. По промокоду Armstrong наши друзья дарят вам скидку 10% на сайте. Здесь каждый найдет что-то для себя, для повышения выносливости, для набора массы, увеличения силовых показателей. При регистрации на сайте вы получаете 100 бонусов, которые сможете потратить сразу на покупку. Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Поединок Кадыргалиан-Гарбаева. Вот как раз-таки наглядный пример технического превосходства Кадыргали над Майклом Тоттом. Он может быть физически не так силен, не так развит, как Майкл Тотт. Но он технически и тактически подошел к поединку лучше. Это и есть хитрость. То есть для кого-то может показаться, что он жульничает. Но для нас мы все понимаем, что это так и надо. Спортсмен должен быть не только сильным, но и подкованным технически. Так, какой еще вопрос у нас там есть? Устанавливаю постоянно какие-то рекорды на тренировках. Да это на самом деле не рекорды. На рекорды я не выхожу никогда. Мне нравится в базовых упражнениях устанавливать какие-то планки. Это не рекорды, у меня просто есть планка, вот я должен там 300 потянуть. Я потянул 300. Пока хватает. Присел там 270. Пожал 190. Но это очень мало. На бицепс я максимум поднимал, по-моему, 120, что ли. Ну, я особо двумя руками стараюсь ничего не делать. Что касается армрестлинга, двумя руками я не тренируюсь. То есть я по одной руке делаю упражнения. В 23-м году будет чемпионат мира в городе Алмата. Я живу. Выступать там я не буду. Но я приду посмотреть. Обязательно приду. Может быть, встречу друзей. Кого не видел давно с других стран. Встречу. Съездим покушать обязательно. Покажу, что смогу. Я думаю, у нас это все сделают. У нас очень гостеприимная страна в этом плане. То есть у нас кто-то приезжает в гости, мы стараемся по мере своих возможностей показать. Иногда даже происходит так, что мы друг на друга обижаемся. Вот приезжает человек, я его везу, там другой тоже его хочет повезти. У нас как бы борьба идет за этого человека. Каждый свое ему хочет показать. Я тут поездил, немножко посмотрел. У вас очень много караоке. Да, здесь у нас любят петь люди. По субботам, по пятницам здесь в основном караоке тусят. А ты ходишь в караоке? Ты нам будешь петь сегодня? Не знаю. Ну, иногда я хожу. Так, чисто. Но иногда. А что поешь? Кавказскую музыку. Лезгинку. Так что всех ждем. Я выступать не буду, но я буду ждать. Пара армрестлинг. Вообще, для меня люди как мотивация, особенно определенной категории, да. Они, это словами не описать иногда до слез, поэтому вопрос такой. Отношусь я очень положительно, и хочется когда-нибудь, если я смогу себе позволить развивать это, то есть в плане финансов, я обязательно буду это делать. Пока что у меня нет возможности, но я душой и сердцем за этих ребят из пара армрестлинга. Хочу пожелать им удачи на чемпионате России. Ребята, вы творите чудеса. Понятно, что есть особенности, которых нет у других
но те другие иногда не могут сделать то, чего можете вы. Я вам желаю просто дальше творить чудеса в этом виде спорта и не только в этом виде спорта. Я знаю, что многие спортсмены, они выступают во многих видах спорта и показывают результат. Поэтому, ребята, вам здоровья, без травм и вам больше, конечно же, финансирования, чтобы вы могли защищать свою страну не только на республиканских, региональных соревнованиях, но и на мировой арене. Друзья, с 13 по 17 февраля в городе Орел пройдет чемпионат России среди лиц с ограниченными возможностями. Прошу вас оказать мне и моей супруге посильную помощь на данную поездку. Только от вас, от моих подписчиков, зависит, сможем ли мы принять участие в главных соревнованиях года. Помочь нам выехать на соревнования можно, отправив любую сумму по номеру телефона, который привязан к карте Сбербанка. 8 920 177 55 61. Номер карты я оставляю в описании видео. И помните, добрые дела всегда возвращаются. Себе подтягивай. Уголок растягивай. Себе, вот так идет. Идет. Тащи вверх, а пальцы выбивай. Выбивай пальцы. Надежно к себе подтягивай. Поднимите спортсмена. Поднимите его. На этом все, друзья. Пишите свое мнение в комментариях. Ставьте лайк, если понравилось видео. И обязательно поделитесь этим роликом у себя на страничке в соцсетях. Для меня это важно. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинатуллин Руслан. Если подушка хватит.